Атомная электростанция. Ищем, где здесь электростанция. То есть, по сути, электростанция – это генератор. А генератор предназначен для генерации электрического тока. То есть поляризации эфира. Оказывается, вот он, такой маленький генератор, он же электростанция. Зачем все это нужно? Чем больше собираешь информации про этот маразм, тем больше удивляешься. Передвижные ядерные электростанции. Зачем это нужно? Сама электростанция занимает здесь всего, сколько там, метр, 20 килограмм. Остальное какое-то ненужное. Придумывают, вкладывают бешеные деньги. Для чего? Вот электростанция. Той же мощности. Вот она. Одинаково, что по размеру, что по мощности. Тем более, учитывая, что вот эта штука, которая здесь стоит, это не генератор. Это синхронный электродвигатель, в котором отдача меньше. А это генератор. И вот, автомобиль. Двигатель внутреннего сгорания должен быть здесь. Но он и не нужен, потому что максимум, что он дает, это крутящий момент 400 ньютонометров. А это электродвигатель, который выдает 1400 ньютонометров. При этом потребление 0. Без нагрузки. Если нагрузки нет, а автомобиль едет на своем весе, просто кузов и водитель, потребление 0. Вот самый такой примитивный пример. Абсолютный 0 на 3 фазах. Абсолютный 0 на 3 фазах. Это если от генератора идет трехфазное напряжение, то для этого нужен инвертор вот здесь, который будет контролировать напряжение и давление тока. То есть от генератора должен идти ток высокого напряжения до 400 вольт. При этом давление быть должно больше. Это означает, что если двигатель при крутящем моменте 1000 ньютонометров, его мощность может быть 10 киловатт. Тогда мощность генератора должна быть 50 киловатт. Опять, куда вкладывать деньги? Это не нужно. Вложено триллионы денег. А последнее время рекламу дают на автомобили на аккумуляторных батареях. Это невозможно. Аккумулятор выдает ток без давления. А если нет давления, то никакой мотор работать не будет. Он будет крутиться, но не двигатель. Потому что, тем более, вот эта лживая информация, да, перенасыщенное количество зарядов на клемме плюс и отсутствие их не дает базы и оснований для того, чтобы можно было разработать какой-то правильный аккумуляторный такой
Значит, на самом деле, когда заряжается аккумулятор, то продолжительность заряда сопровождается выравниванием осей вращения генератора. Когда они будут все направлены, быть параллельно и направлены вверх, значит, он уже зарядился. А на левой фазе вниз. Это все очень просто. Ну, смотри, в инструкции написано, при заряде аккумуляторной батареи на клемме плюс количество зарядов становится перенасыщенным, а на клемме минус недостающим. Ошибки. 3 ошибки или 2. Давай считать. Значит, чтобы заряд родился, нужны родители, а его родители сила трения. Здесь нет силы трения между магнитным полем и электрическим. Значит, зарядов здесь нет. А перенасыщенных количеств не бывает. Вот Рыбников Юрий Степанович когда-то замерил вес электролита и сказал, что вес увеличился, потому что заряд имеет вес. Как же он может увеличиться, если зарядов здесь нет? Видишь? Тоже ошибка. Во-первых, когда электрический ток проходит через кислоту, то в ней происходит химическая реакция. Это значит, рождаются новые химические элементы, которые увеличивают вес. А что происходит на самом деле? Вот этот генератор, который я тебе только что показал, это есть ядро. Ядро, там внутри стоят еще 2 ядра, которые вращаются вечно. Это везде. Допустим, мое тело состоит из триллиона атомов. Каждый атом имеет ядро, а ядро это генератор, поэтому мои руки двигаются. Я могу работать, я могу строить. А если бы они не вращались, то я бы кусок мяса был бы. Но это ты чуть-чуть загнул. Давай дальше. Что на самом деле происходит в аккумуляторе? Значит, на самом деле, когда заряжается, то ось вращения во всех атомах, они становятся параллельно и направленно северным полюсом вверх. Это на клемме плюс. А на клемме минус северный полюс вниз, а наверх идет южный полюс. Вот по мере заряда батареи количество ядер поворачивается. Из хаоса превращается в структурированную параллельно направленных осей вращения. Если непонятно, вы не сможете собрать по чертежу. Надо знать и принцип, и чертеж. Тем более есть такая наука допуски и посадки. Это легко, потому что вам это знать не надо. Вы просто будете собирать детали согласно чертежа. А вот принципы надо знать, иначе работать не будет. А чтобы знать, нужно убрать вирус. Вот они, 2 вируса. Это аккумулятор. Первый вирус – перенасыщение зарядов. Чтобы был заряд, нужны родители. Чтобы он родился, нужны родители. Кто они? Это 2 материи, магнитная и электрическая. Если они трутся друг об друга, то от сила трения есть рождение заряда. Здесь нет магнитного поля, значит нет зарядов, никакого веса, никакой электролита увеличивается, не может быть никак. И прочее. На самом деле все просто. Есть такой обычный атом. Внутри атома есть ядро, а внутри ядра еще 2 ядра одноименных. А так как они одноименных, значит они вращаются.
когда они вращаются, между ними образуется воронка, то есть ось вращения. Вот во время заряда этой оси вращения становятся обращенными северным полюсом или северной полярностью вверх, то есть к плюсу. А на минус и минус. Значит, чтобы было еще более понятно, вот здесь 3. Аккумулятор, суперконденсатор и обычный конденсатор. Ну, заодно еще и пальчиковый аккумулятор. Это одно и то же. Значит, вот суперконденсатор, а это атомы. И хаос. Они хаотически расположены относительно друг к другу. Но когда мы подключаем заряд, то они постепенно начинают... Это время заряда идет. Вот все, значит, заряд окончен. К тому же величина напряжения зависит от площади, как бы это правильно сказать, площади, в общем, от площади зависит. Но для примера, для понимания, можно сравнить, допустим, чтобы получить 220 вольт, нужно 110 панелей, и неважно каких, или это аккумуляторные, или фотоэлементы, солнечные батареи, то же самое. На 220 вольт нужно 110 панелей. Это для 50 Гц. И так далее. То есть я думаю, что вот в данном случае все понятно, потому что поэтому и это видео можно завершать. То есть вывод. В батарее, в аккумуляторе, конденсаторе нет магнитного поля, поэтому оно не может быть источником электроэнергии. Никак, никогда и ни в каких средах. Даже при температуре минус там какой-то 380 градусов не может. Людям сказали, что в аккумуляторной батарее плюс это перенасыщенные заряды, а минус это недостающие заряды. И все. Вот шаблон воткнули, и когда появляется сотая обезьяна, все остальные начинают это все повторять. И так всегда было. Тут, тем более, когда людям указываешь на их ошибки, они думают, что их унижают. Они всю жизнь думали, что это правильно, перенасыщенные заряды. Это, во-первых, неправильно. Что такое заряд? Чтобы был заряд, он должен родиться. Кто его родители? Здесь нет. Поэтому и зарядов нет. Их совсем нет здесь. Зарядов нет. Здесь есть электрический ток. И когда батарея ставится на заряд, то тогда вот эти все ядра атомов поворачиваются в одну сторону. Северным полюсом вверх это плюс, а на минус северным полюсом вниз. Это минус. И все. Никаких зарядов здесь нет. Другое дело, если учитель начинает навязывать, то покажите нам, вот она проволока, да, как сюда воткнуть заряд? Никак, потому что здесь есть свое поле. И это поле никак никуда не пустит, тем более каждый атом имеет свой собственный генератор. И если сюда воткнуть, будет взрыв. То есть, если показать на пальцах, тогда все становится ясным, что это для того, чтобы воткнуть вот этот маразм в чистое сознание детей, достаточно применить эффект сотой обезьяны. И все. А дальше становится очень трудно, потому что
они же всю жизнь думают, что это правильно.